Всем доброго, бодрого дня! Рада вновь быть на связи с дорогими, любимыми подписчиками канала Алга Петербург. Елена Лазарева встречает вас здесь, в эфире, по эту сторону экрана. Вновь спешу поблагодарить вас, друзья, за ваши лайки и комментарии, которые делают нас не только счастливее, но и трудолюбивее, потому что именно благодаря вашей обратной связи, вашей активности хочется продолжать искать, находить и делать для вас интересные выпуски со всевозможными новостями из мира культуры и спорта, где Казахстан сегодня играет немалую роль. Ну что, сегодня я для вас подготовила такой спортивный выпуск. Так уж вышло, возможно, это все еще на волне сенсационной победы Лены Рыбакиной. Ну а вообще, наверное, потому что есть чем делиться в мире казахстанского спорта, и это очень-очень радует. Буквально вчера завершился финал теннисного турнира категории ATP 250 в Ньюпорте, США, в котором выступал казахстанский теннисист Александр Бублик. И хотелось бы порадовать вас очередной сенсацией, но сегодня все-таки озвучим лишь участие в этом финале. На днях вышел выпуск нашего Иванбек-шоу, и там мы, кстати, обсуждали тему второго и третьего места. Знаю, в комментариях писали, что да, есть только победители и чемпионы, но я, пожалуй, останусь при своем мнении и скажу, что и второе, и третье место в спорте заслуживают внимания. Поэтому мы со всей большой радостью и гордостью поздравляем Александра Бублика с отличным результатом на турнире. Верим, что к своей победе он еще придет и не раз, тем более он это уже делал в ATP 250 во Франции и трижды становился победителем в челленджах. Мы желаем Александру успехов и желанных результатов. Будем следить, как всегда, за его карьерой и обязательно делиться с вами, дорогие друзья, новыми важными достижениями. Ну а теперь к футболу, но не к тому, к которому мы все с вами привыкли, а к медийному. В Нур-Султане состоялся шоу-матч в рамках футбольной медийной лиги между командами «Спарта Астана Промоушен» и «Гимпест» Турция. В составе казахстанской команды помимо звезд КВН и шоу-бизнеса сыграли боксеры Серик Сапиев и Адильбек Ниязымбетов, хоккеист Барыса и сборной Казахстана Никита Михайлис, а также экс-футболисты клубов КПЛ и национальной команды Кайрат Нурдаалетов, Жамбыл Кукеев и Улан Канызбаев. Но основное внимание болельщика все-таки было приковано к бойцам UFC Шавкату Рахмонову и Дамиру Исмагулову. Пусть их игровое время составило всего лишь не больше 17 минут, но они запомнились всем зрителям стадиона. В составе турецкой команды сыграли несколько бывших игроков Галатасарая, Бешикташа, Трабзонспора и Денизли Спорта, а также звезда популярного телесериала «Великолепный век» Эркан Кестиндиль. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. Второй гол в составе хозяев забил президент Казахстанской Федерации футбола Адилет Барбинкулов. Ну, я думаю, насладились все-таки любители спорта этой игрой, даже несмотря на результат. Скажите, друзья, а вам интересно наблюдать, как звезды играют в совершенно другие виды спорта? Хотя для мужчин, наверное, футбол – это тот самый спорт, где каждый второй, наверное, может себя проявить. И между делом еще дополню, что Шавкат Рахмонов в это время взлетел в рейтинге лучших полусредних весов мира и занимает теперь не 13-ю строчку, а 8-е место. Также уже не секрет, что ему подарили квартиру на одном из последних турниров. Ну что ж, белая полоса у Шавката, с чем мы его и поздравляем, и надеемся, все так же он и будет продолжать радовать своих любимых зрителей и любителей спорта.
Ну а теперь давайте перейдем к следующему состязанию, где проявить себя и не только проявить, а сделать очередную сенсацию Казахстан сможет уже в ближайшие дни. В американском Юджине сейчас проходит первенство планеты по легкой атлетике. У Казахстана никогда не было побед на чемпионатах мира по легкой атлетике, но в этот раз шансы есть. И еще какие, друзья! Нора Джирута, кенийка по рождению, но по факту спортсменка, выступающая под флагом Казахстана, великолепно провела полуфинальный забег на 3000 метров с препятствиями, финишировала первой и с огромным отрывом от всех преследовательниц. Итоговое время новоиспеченной казахстанской спортсменки 9:01:54. Именно Джирута будет главной претенденткой на золотую медаль в финале этого вида программ. И еще одна, кстати, приятная новость оттуда же, с чемпионата мира по легкой атлетике. Надежда Дубовицкая также сумела пробиться в финал мирового первенства в прыжках в высоту. В этом году Дубовицкая уже успела пошуметь на международной арене, показав ряд серьезнейших результатов на этапах бриллиантовой лиги, поднимаясь в том числе и на пьедестал почета. Так что награда первенства мира в Юджине уже не будет сенсацией, а лишь подтверждением завоеванного статуса. Мы с вами будем ждать эти грандиозные финалы. 21 июля давайте всем примкнем к экранам, настроим прямую трансляцию на главный чемпионат мира по легкой атлетике и будем болеть за Казахстан. Уверена, ваша поддержка будет чувствоваться через океан. Канал Алга Петербург и я, Елена Лазарева, непременно будем на связи и, надеюсь, так же, как с Леной Рыбакиной, нам удастся выдать вам сенсационную новость одними из первых. И раз уж мы ориентируемся на сенсации, позвольте мне все-таки отойти от спорта и рассказать вам то, что в мире сейчас стало значимым поводом для обсуждения. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально стали мужем и женой. Мне кажется, очень многие следили за историей этой невероятной пары, вместе переживали почти 20 лет, вместе радовались, когда стало известно о возобновлении их отношений. И вот красивый голливудский финал произошел на днях. 16 июля в округе Кларк американского штата Невада был заключен официальный брак между Аффлеком и Лопес. Хотя какой же это финал, да, друзья? Уверена, это только очередное начало удивительной истории двух звезд Голливуда. Есть уже, кстати, первые кадры с их важного дня. И да, еще кое-что. В системе регистрации браков обозначено, что Дженнифер Лопес теперь вовсе не Лопес. Да, друзья, она взяла фамилию мужа. И теперь мы будем привыкать к новой Дженнифер Аффлек. Ну как вам эта новость? И как теперь будем называть известную актрису и певицу? Дженнифер Аф? Дженнифер А? Я буду ждать новых подробностей по этой теме, а вам желаю, друзья, таких же голливудских счастливых финалов, отличных новостей, прекрасной погоды и огромное количество приятных сюрпризов. Пусть неделя вас порадует. Канал Алга Петербург и я, Елена Лазарева, на связи. Как всегда, обещаем уже скоро вернуться с новой порцией удивительных новостей. Всем пока-пока!